Это страшно, когда в городе гремят взрывы. У нас никакого здесь затишья не наблюдается абсолютно. Люди стали тревожными, люди стали на небольшой панике. Правду расскажи, все тайны. Какие тайны? Я никакие тайны не выдаю. Все. Спать надо ложиться хотя бы минимально одетыми, чтоб если вдруг что-то случится, там, выбежать на улицу. Сегодня, например, мы слышали в 8 утра вместо будильника несколько хлопков было. Мамочки. Может прилететь в каждый дом, ровно как в этот. Мы живем на 5 этаже из 5, то есть, если что-то сверху прилетает, это прям вот, здравствуйте. Изначально можно же было все не начинать, да, и ничего бы не было. Белгород, ни для кого не секрет, это приграничный с Украиной город в 30 километрах. У большей части населения региона есть родственники в Украине, которые живут в Харьковской области или в каких-то других регионах Украины. Мы никогда эту границу и границы-то не считали. У меня бабушка, получается, родная сестра моей бабушки в Харькове жила. Мы ездили к ней просто каждый сезон, захотели, сели. 1,5 часа у нас прямой поезд был скорый. Все, ты уже там, гуляли, радовались. Все было прекрасно. Я представитель того поколения, которое росло под лозунгом или девизом «Лишь бы не было войны». И когда 24 числа мы узнали, что специальная военная операция, но это совсем... Это было... Мы не хотели. И до сих пор не можем в это поверить, что это произошло. Вон еще, видишь, полетели. Ну и куда? Да фиг его знает, куда они. В сторону Украины, что ли? 24 февраля я проснулся в Белгороде от взрывов. Ребят, у нас реально началась война на границе. Мы сейчас едем по трассе за сыном Соломенской. Летает военная техника. Я никогда не могла представить, что доживу до того момента, когда Россия станет агрессором, и это было понятно любому и каждому. 24 февраля, как я помню, я гулял по улице, и все люди начали друг с другом разговаривать по телефону. Я даже украинскую речь слышал в городе. Очевидно, что это родственники с Украины разговаривали со своими. Но мы пытаемся выехать, видите, все стоит. И люди, конечно, недоумевали, почему их не оповещают, почему не говорят о том, что делать в этой ситуации, где бомбоубежище, куда эвакуироваться. Первое, что я сделала, начала искать сообщения в пабликах, где пройдут протесты против войны. Потом стала звонить подружкам, знакомым, родным. И тут я поняла, что если им и страшно, то только за свою шкуру. Меня пытались убедить, что если бы Россия не пошла на этот шаг, то мы бы погибли. На что был резонный ответ: так лучше погибнуть, чем быть агрессором. Первый месяц, наверное, там 1,5-2, конечно, это было ужасно. Многие люди уезжали, многие вообще не понимали, что происходит. И практически, наверное, каждый день, по крайней мере, я, все мои знакомые просыпались с мыслью, что, это вообще все невозможно, и, сегодня это все закончится. Потом, по мере того, как российская армия продвигалась вглубь территории Украины, разрывы становились все менее слышны, и люди как-то немножко начали успокаиваться. 3, 2, 1 и стартовал! Вообще, жизнь в Белгороде с 24 февраля по октябрь месяц практически не менялась, на мой взгляд. Потому что мы в городе, наши дети ходят в садик, наши дети ходят на секции, как и ходили, собственно, 24 февраля. По моему сугубо субъективному мнению, численность не поменялась, потому что, как по мне,
пробки по вечерам и по утрам были, так и они остались. А чтобы я шел по центру города и думал, где все люди, нет. Мы вот выезжали за город, в поселок в сторону границы, Замайский. И ты просто едешь, детская площадка, играют дети, рядом какое-то здание двухэтажное, как бывшая, может быть, школа, вот такое строение, все обложено вот этими мешками с песком, машины военные стоят, люди в военной форме в магазин ходят, а люди рядом просто живут. Жизнь в городе, наверное, сейчас поменялась тем, что она работает на фронт. У меня как бы сложилось такое впечатление за месяц пребывания там и в июле, и в сентябре. Бабушки у подъездов на лавочках, повторяя телевизор, значит, поддерживали эти действия, говорили, что да, все правильно, надо им показать, и тому подобное. Это настроение людей, которые думают о том, что России выпала трудная доля защитить свою страну и Украину от какого-то нацистского нашествия. Школа буквально беснуется. Нам предлагают участвовать во всяких флешмобах Z, рисовать триколоры и выходить на площади за детей Донбасса, писать письма солдатам и собирать им носки и еду. И участие в таких акциях принимают как настоящий патриотизм. Вот очень много ко мне подходят жителей, вас, уважаемые белгородцы, и говорят о том, что это очень важно, особенно сейчас, когда идет специальная военная операция. Мне вообще очень просто стало в последнее время фильтровать свой круг общения, потому что какие-то паблики и даже друзья, у которых там появлялись Z на аватарках, просто удалялись, блокировались. Издания, которые оставались, остаются сейчас в Белгороде, находятся под жесточайшей цензурой. Нейтральная страна никакой не сохраняется. Социальные сети, если брать именно местная речь, то, естественно, там преимущественно доминирует это патриотизм. Я читаю только один телеграм-канал, который относится к нашему городу. Никаких волн настроений я не заметила. Они как освещали просто новости, которые происходят в городе, так и освещают. То есть без каких-либо своих мнений. Были такие нейтральные СМИ, которые пытались даже как-то в оппозиционную повестку освещать события в городе, пытались как-то более с критикой выступать властей, что ли. Но после 24 февраля эта критика как-то все больше сходит на нет, и выпустит релиз наш губернатор, и все берут, и вот этот релиз губернатора копируют и вставляют у себя. И получается у нас только одна сторона медали. Есть отдельный чат, где есть, не куратор, а человек, который выступает посредником между властью и силовиками и редакциями. Он дает какую-то информацию, от власти официальную, и пытается контролировать процесс распространения информации. То есть говорит, вот это нельзя публиковать, вот это давайте не выносить. У меня родители, так получилось, что они смотрели раньше «Первый, второй канал», у них это все показывали, и там показывают местные новости белгородские. И в какой-то момент на продолжительное время у них перестала работать антенна, и перестали работать эти каналы. Папа у меня до этого смотрел Соловьева, смотрел эти передачи, был немножко такой очень, вы понимаете, тех людей, которые смотрят пропаганду, у них совсем другое мышление. И когда папа стал читать независимые СМИ, тогда он тоже стал переживать, что что-то происходит не то. Младшую дочь я забрала из подготовительной группы именно из-за того, что учитель настоятельно предлагала что-то рисовать в поддержку Z, и после аналогичных разговоров она вдруг сказала: «Я поняла, в чем ваши проблемы. Вы не владеете актуальной информацией. Посмотрите Соловьева». В нашем регионе очень много людей, которые гордо носят эту Z-ку, которые цепят ее на машину, и мне, честно говоря, мне это противно. Я не понимаю этого. Этот дух сплочения и мобилизации был до 21 сентября. Я много знаю своих знакомых с Белгорода, и также мама на работе были
мужчины, которые говорят, что почему до сих пор не объявили мобилизацию, и почему там бедные наши военные погибают, а мы не помогаем. И когда объявили частичную мобилизацию 21 сентября, все эти патриоты, они перестали про это говорить. Люди сильно изменили свои отношения, когда объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда люди действительно поняли, что не операция каких-то людей, которые сделали свой выбор, контрактников, это уже касается их непосредственно, лично, каждую семью. Это хорошо кричать там про ура-ура, когда ты никак вообще к этому не имеешь никакого отношения, это все где-то в телевизоре происходит. Никого из моих знакомых лично не мобилизовали. Те люди, которые уезжают, они через время какое-то возвращаются. Очень маленький процент, который уезжает прям навсегда или там на несколько месяцев. Наверное, как и у большинства, хотя не буду за них говорить, это страх, а куда? И большинство людей, мне кажется, не хотят оставлять свои... Новая газета. Это моя сестра. Это моя сестра, и она... Всю правду расскажи, все тайны выдай. Какие тайны? Какие? Я никакие тайны не выдаю. Все. Я скажу, война, которая случилась после 24 февраля, новый этап этой войны, потому что война идет уже больше 8 лет, еще сильнее увеличивает раскол между семьями в результате этой войны. Все по-разному смотрят на вещи, и когда две такие точки зрения сталкиваются в открытую, конечно, может возникнуть какой-то конфликт там небольшой. На вкус и цвет товарища нет, что ты мне друг в любом случае, если у тебя, любовь, например, к карандашам, а у меня к фломастерам. Я же за это тебя не осуждать. А по этому поводу между людьми есть разногласия. В нашей семье присутствует некое разногласие, но это не переходит никакую красную черту, и до нее даже не доходит. Вот сейчас модно, говорить, ой, я там был вне политики. Просто говорить о том, что быть вне политики, сейчас нельзя, потому что у каждого человека там родственники, и многие просто не задумываются, впитывают какую-то информацию, которую проще всего найти, а для многих это, к сожалению, просто телевидение. И ты с ними беседуешь, задаешь им какие-то наводящие вопросы, пытаешься просто показать им ситуацию с другой стороны и заставить каких-то людей задуматься. Я, честно говоря, после того, что случилось на улице Губкина, 42, когда обломки ракеты упали на многоэтажный дом, мне стало очень страшно за своих родственников. Я, честно говоря, почти стараюсь как-то, не знаю, намекнуть им на то, чтобы лучше, конечно, покинуть регион, но я понимаю, что они этого не смогут сделать, потому что у них нет такой возможности. Наверное, лучше всего на этот вопрос ответит народная молва, которая прозвала губернатора Гладкова губернатором Хлопковым. Новые термины вместо взрывов или прочего хлопки. Допустим, это может быть утром, это может быть днем, вечером и ночью, в любое время суток. Это обычно связано с так называемыми вылетами, когда ракеты вылетали в сторону Харькова и вообще Украины, либо с так называемой работой ПВО, когда отрабатывали ПВО и были видны соответствующие облачка в небе. Во-первых, начали сначала, приграничные села там подвергаться обстрелам, то есть это официально подтвердили, начали там людей вывозить оттуда, потому что тут же попало и в торговый центр, там и в магазины, в такие места, где любой человек может оказаться. У людей возле входа лежит тревожный чемоданчик, в смысле чемодан с вещами. Это имеет место быть. Я такого не делал, я не знаю почему, не могу объяснить почему. Когда купаются в ванной, например, принимают душ, стараются сделать это быстрее, чтобы одеться и не чувствовать себя, скажем так, в опасности. 3 июля страшно было на самом деле. Я в ту ночь не спал вообще, плохо спал я с февраля месяца. И хорошо помню ту ночь.
начало 4-го, примерно 5 минут 4-го, когда четко, ясно в ночном городе гремели взрывы. Это страшно, когда в городе гремят взрывы. 1, 2, 3, и ты не знаешь, сколько их будет. Зай! Вставай! У меня, допустим, коллега по работе, он живет в доме через дорогу, узенькую улицу, шириной буквально там метров 6 от тех домов, которые просто снесло. Так вот, он рассказывал, что он просто проснулся на полу взрывной волной в соседнем новом 16-этажном доме, его просто сбросило с постели физически. Он сказал, что видел, он подошел к окну, это заняло несколько секунд, и он увидел, что на этой улице стоят 2 противоракетные установки, что-то типа «Панцирь» или что-то такое, значит, которые потом уехали с этой улицы. Погибли 5 человек в городе. Власть быстро объявила, что 4 из погибших – это граждане Украины. Как будто это не люди. Может прилететь в каждый дом, ровно как в этот. Ужасно бы как бы не звучало, но ко всему привыкаешь. И если бы такое произошло, например, в феврале, то, наверное, сейчас бы мы уже были где-то по пути в Воронеж или в Москву или в Сочи. Как-то 3 июля всячески ретушировали. Ведь разрывы были до этого. Если помните, была атака 2 вертолетов на нефтебазу. Вот я утром ехал на работу, и я видел, как она горит. А вечером возвращался с работы, еще было открытое пламя. Вот весь октябрь у нас тут что-то куда-то прилетало. Тут же прилетело в завод, вот как раз перед этим. Здесь же 22 октября было попадание вот как раз на рынок, вот это, там в район рынка, да. Обошлось пока здесь без пострадавших, именно вот где я живу, да. У нас никакого здесь затишья не наблюдается абсолютно. К концу лета, вот, наверное, в августе сложно стало спать с открытыми окнами, потому что летали очень часто истребители. У меня еще квартира находится в районе аэропорта. Тоже там пару километров, если по прямой до него. И это все всегда очень сильно слышно. С открытым окном иногда было прям вообще невозможно спать. То есть вставали, закрывали окна. И всегда прислушиваешься, уже ждешь каких-то хлопков, ждешь каких-то бахов. Когда стали активно обстреливать Киев, это, по-моему, на прошлой неделе началось, родители стали слышать вылеты ракет ПВО. Видимо, где-то близко расположены сейчас вот эти ПВО, которые недалеко находятся там, где родители живут. И они теперь боятся вылетов этих ракет. Для белгородца, для человека, который практически всю свою жизнь был в Белгороде, мне бы не хотелось видеть мой город таким, каким, например, является соседний Харьков. И уже 2 таких родных города мне будет очень трудно переносить. Недавно наш населенный пункт обстреляли, есть погибшие. Сегодня я встретилась со священником. Я специально искала встречи с ним, с некогда моим духовным опинион-лидером. А разговор вышел исключительно абсурдным. Сатанизм, правое дело – это наша земля, нас втянула Америка, коронавирус и биолаборатории, мы не нападали. Вот так. Это не телезритель, а священник, вчера отпевавший убитого под обстрелами ребенка. Вот пару дней назад пошли какие-то новые обстрелы в Киеве. Было запущено несколько дронов камикадзе, опять же, по информации, которая в СМИ есть. И там на одном из них было написано «За Белгород». И у меня, конечно же, сразу новые ожидания, потому что я понимаю, что если есть «За Белгород», то должна прилететь какая-то ответочка за тот же Киев, конкретно вот в этом случае за Киев. Нападение произошло, на соседнюю страну. То есть многие люди на это закрывают глаза, не считают это первопричиной того, что сейчас происходит, да. То есть они считают, что их там хотят уничтожить, да. Это исключительно какая-то кровожадная там орда за границей стоит и только и ждет, как бы их всех пострелять. Говорят, что
там, когда все уезжали из России, там, не знаю, там Максим Галкин, они же тоже сказали, что он предатель, там Алла Пугачева — это все предатели, стыдно, что они русские, а мне стыдно, что они русские, потому что они так говорят, что нужно убивать украинцев, что нужно там стереть ее с лица земли. Я считаю, что это преступление. Несмотря на то, что усиленно создают образ врага из граждан Украины, для меня ни до 24 февраля, ни после, ни сегодня нет на Украине врага. Убивать просто людей, ну а кто это хочет? Никто это не хочет. И за деньги, и за большие деньги никто не хочет. Ну и второе, ради чего умирать? А даже не умирать, жить с тем, что ты убивал людей. Как бы это пафосно не звучало. Тем не менее, когда кто-то будет говорить, что все как один, значит, на призыв, вставай, страна огромная. Да нет. Далеко не все. А некоторые активно не хотели в этом участвовать. И тому будут цифры. Просто объективные цифры. Сколько мужчин встали и сказали, что мы с этим государством дальше не по пути, и выехали. Был человек, которого мы прям фактически за 3 часа до самолета в Ереване просто остановили, и я очень долго с ним разговаривал, почему ему не надо возвращаться в Россию. Но он планировал вернуться в Россию, потому что ему было очень одиноко, он не понимал, что делать, он никогда не выезжал надолго из Белгорода и совершенно просто потерялся в Ереване, выбирал, там, условно говоря, пойти на фронт вместо жить в Ереване. Мы планируем запустить комьюнити, которое будет помогать людям, люди будут помогать людям, то есть это может быть совершенно что угодно, да, это могут быть какие-то пожертвования, это может быть оплата штрафа тем, кто вышел с пикетами. Это уже, комьюнити уже существует, как бы, да, просто задача его расширить, и чтобы успокоить и свои нервы, и нервы людей. Есть очень хорошая фраза, что если бы люди больше друг друга слышали и строили мосты вместо стен, мы бы чаще танцевали на улицах и реже разводились в судах. Вот. Нужно строить мосты. Thank you.